Здравствуйте, Фуат Нагиевич. Мы начинаем с вами наши размышления, беседы на недельные главы. Сегодня недельная глава Брешит. Самая сложная, самая м, многозначная, поэтому говорить о ней можно много. И вот интересно, что вас привлекло, какие части этой главы показались вам необычными или важными. Спасибо, Рэбби. Да, добрый вечер. У меня будет всего два таких момента, которые действительно меня как-то вот давно зацепили очень сильно, так сказать. Момент первый, значит, во-первых, я сразу хочу сказать, поразительно, значит, вот эта поэтика сама, да, которую мы знаем там с детства, так сказать, эти слова, значит, и это, ну, в христианских религиях эти слова, так сказать, используются, так сказать, ну, само собой у нас. Вот. И вот здесь первая вещь, я говорю, это поэтика такая, она действительно вот берущая за душу. И первая вещь, которую я здесь вот подумал еще много лет назад, вы знаете, вот это, как бы сказать, такая вот содержательность, так сказать, вот и оценка содержательности действий, понимаете? Вот я сейчас просто зачитаю это, так сказать, кусочек, и вот давно вот для себя здесь понятное дело, что 6 таких, значит, этих кусочков, но вот смотрите. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Понимаете, делается содержательная новая работа, да, ну, Всевышний делает, и сразу идет оценка этой работы, понимаете, оценка результата, понимаете, и Всевышний видит, вот он оценивает это, что это хорошо, да, и отделил свет от тьмы. И дальше это повторяется, так сказать, значит, по каждому поводу, так сказать, что увидел. Вот, понимаете, мне кажется, здесь есть фундаментальная вещь, которая, как бы сказать, это, ну, я не знаю, можно ли так сказать, что это инструкция для всех нас. Когда мы что-то творим, что-то делаем, и когда мы понимаем, что это хорошо, мы должны, ну, вот, следовать этим словам, да, что вот мы увидели, что это хорошо. То есть вот такое содержательное, такое концептуальное оценка, так сказать, правильных действий, понимаете. Вот. Вот это первая вещь, которая меня, конечно, так сказать, я говорю, это давно очень этот зацепило. И потом вот и самое раздел 3, глава 3, это по сути с 1 по 22, я сейчас найду. Змей же был хитрее всех зверей полевых. Да, да. Змей был хитрее всех зверей полевых. Ну вот смотрите, так сказать, это когда, значит, Ева, значит, взяла вот этот плод, да, и дала мужу. Вот здесь, понимаете, это вот то, о чем мы уже говорили с вами по этому поводу в других главах. И вот это первая вещь, которая, ну вот здесь это фактически впервые появляется. Понимаете, есть формальные ограничения, есть формальные указания, да, но все равно человек,
наделен некой свободой выбора, так сказать. Понимаете? Вот Всевышний мог бы заблокировать вообще, так сказать, там, не подходить к этому дереву и все. Понимаете? Конечно. Вот. А они подходят, они едят плод, там, приходят, понимаете, и он их там наказывает и так далее. И все-таки, вот, понимаете, вот эта свобода выбора человека, так сказать, и это пронизывает, как мы уже говорили в других главах, пронизывает всю Тору. Что человек все-таки вот человек сам принимает решение, понимаете? Неважно как, но в данном случае это змей там подсказал ей, что это можно взять, да, она уговорила Адама, да. В другом случае это было иначе. Но главное, что вот все-таки, вот понимаете, человек все-таки сам принимает решение, понимаете. Вот это вот меня тоже в этой главе как-то очень э, привлекло мое внимание. Вот. Собственно, вот эти два таких замечания, так сказать, два таких момента, которые я хотел обсудить. Да, довольно сложные, потому что Бог творит процессуально, одно за другим, одно. Это все разное. Свет, вода, травы, деревья, птицы. Это одно не похоже на другое. Это никак не схоже с работой художника, который пишет вот немножечко одно и то же. Я имею в виду, он использует один и тот же холст, одни и те же краски, меняет немножечко сюжет. И я немножечко примеряю так на работу вот художника как создателя, в смысле человека. Надо ли говорить о том, что это хорошо? Можно Ребят, ли... Да-да-да. ребят, а вот это вот, понимаете, что меня здесь вот тогда вот привлекает, вот эта созидательность, понимаете? Вот он созидает, да, и сам говорит, и увидел он, что это, Тора говорит нам, и увидел он, что это хорошо. И это же повторяется и в других разделах. Вот что-то другое сделал, и увидел он, что это хорошо. Это вот, понимаете, мне кажется, это для нас, для всех, понимаете, мощнейший сигнал, что если вы что-то созидаете, смотрите, так сказать, что вы созидаете. И если это хорошо, ну так вот называйте, что это хорошо, понимаете? Вот. Хорошо, тогда, Ну тогда вот, немножечко так, обратный поворот. А если нехорошо? если нехорошо, мы должны понимать, что мы делаем нехорошо. И это опять же, вот опять же мы возвращаемся к этой. Понимаете, Всевышний здесь, это, как бы сказать, он, это сигнал нам из Торы, сигнал от Всевышнего, что когда ты делаешь что-то созидательное, да, что-то конструктивное, так сказать, вот ты можешь оценить это хорошо или плохо. А если не хорошо, это опять же все та же свобода выбора, так сказать, понимаете. Нас не держат за руки, нам не ставят какие-то, так сказать, препоны, чтобы мы не делали. И вся Тора полна этими примерами, когда э, народ все время сбивается с пути, да. Ну, могу сейчас много примеров привести, да. Там А, поклонение идолам, там, я не знаю, так сказать, и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что вот и все равно Всевышний не блокирует это. Он, идите сами, дойдите до нужных вещей. Или вот даже в этой же главе, когда вот это, ну вот они погрязли опять в этом разврате и так далее, так сказать, ну вот история следующая, вот что много же будет, так сказать, следующее, да? правильно? Вот, сейчас я сам зачитаю. Вот, это вот шестая глава Пасуки с 5 по 8, когда Всевышний говорит, велико зло человеческое на земле. То есть опять сбились, понимаете?
Вот. А начинается, наоборот, с очень позитивного, так сказать, вот что есть вот конструктивно, созидательно что-то сотворено, так сказать, понимаете, и увидел он, что это хорошо. Вот. У меня есть э, очень хорошие примеры из жизни, которые могут послужить иллюстрацией, но это будет немножко другой поворот этой фразы. Дело в том, что Бог совершенен. Все, что Он делает максимально хорошо. То есть он по-другому не может. Это природа его. Конечно, конечно. Совершенство – это его природа. Поэтому тут нам скорее, может быть, я могу только предполагать, нам скорее дается назидание. Ну да, сигнал нам, конечно. Назидание. Всегда стараться делать как можно лучше. Я приведу пример. Один молодой человек, в это время мой брат учился в художественном училище, уже или закончил, я сейчас не помню. Но один молодой человек пришел и что-то показал моему брату, какую-то работу, какую-то книгу. Я в этом смысле, какую-то картину. Я в это время присутствовал. И он говорит, ну, тебе нравится? А тот говорит, да, да, хорошая вещь. Он говорит, я мог бы лучше. Тот, кто принес, говорит, Ага, я могу и лучше. ага. Мой брат поворачивается, а он такой человек, перфекционист, очень вдумчивый. Он поворачивается с удивлением, говорит, ты можешь лучше, почему не сделал? И вот это я запомнил на всю жизнь. Если ты можешь сделать вот все, что в твоих силах, ты должен делать. И когда ты все свои силы вложил, когда ты вот на пределе своих возможностей сделал, тогда ты можешь сказать, что это хорошо в твоих пределах. У Бога пределов нет, Да, а у правда, нас есть абсолютно. свои пределы. Но все, что ты делаешь, ты должен делать так, чтобы в конце ты мог сказать: "Я лучше не могу". Да, Это хорошо. это Для меня, хорошо. конечно, Вот. хорошо. Вот такое наставление, может быть, Бог может позволить себе о каждом творении говорить хорошо, а мы можем себе позволить это сказать только тогда, когда максимально Да, выложились, конечно, когда конечно. максимально сделали, а не, так сказать, не наспех или Да. небрежно или еще что-то в этом роде. Как правило, это не всегда хорошо. Да, И это еще, очень интересно. и еще вот именно вот эта созидательность, так сказать, вот компонент этой созидательности, понимаете, что нужно творить. Творить, конечно, мы не творим там воду и землю там или свет и так далее, но мы в рамках своих возможностей, вот мы должны что-то творить, что-то создавать, созидать что-то, так сказать, и делать это хорошо. И это вот первые строчки тоже нам говорят о том, вот это нам подсказка такая, да, вот. По поводу созидательности, я бы тут был немножечко осторожней, потому что есть работы творческие. Я имею в виду, человек выбирает в жизни, вот он хочет что-то делать, открытия какие-то делать, или книгу писать, или музыку, и еще что-нибудь в этом роде. И вот это творческое, он созидает. А что делать, скажем так, человеку, который пашет, сеет? А что делать человеку, который, так сказать, просто а, пилит в лесу дрова, предположим, и приносит для того, чтобы, или Но добывает уголь. У него как созидание, в общем-то, ничего нет, повседневная работа. или И в нет, то я не же согласен. правильно, правильно, и я не согласен. Вот. Чтобы мы не напугали наших собеседников, что вот только созидание может быть поощряемым. Каждое движение человека – это созидание. Конечно. Когда он общается с людьми, он созидает отношения.
То есть вот когда ты просто разговариваешь в семье или там рядом со своими соседями или еще куда-то, в этот момент ты создаешь. Ты можешь сделать это хорошо, а Или вот можешь сделать это плохо. Или вот Поэтому если вернуться к вашему примеру с полем, да, допустим. Поле можно вычистить, убрать все сорняки и так далее, и засеять аккуратнейшим образом. А можно сделать тяп-ляп. Вот это вот тяп-ляп, нельзя про это сказать, что увидел я, что это хорошо, так сказать, понимаете? очень, очень хорошая, назидательная такая часть. Хочешь сказать, что что-то хорошо, вложи туда все свои силы, Да, все свои возможности. Очень хорошо. Любой человек, в любой точке пространства и времени, он всегда находится в созидательном состоянии. Что бы он ни созидал, что бы он а, ни делал, по- конечно. помощь другим – это все равно созидание, потому что вот не было и стало. То есть ты придумал, как принести другому человеку пользу, как ему помочь, как ему, так сказать, во всех отношениях помочь. И в этот момент ты создаешь. То есть мы все каждый день, вращаясь вот в повседневном мире, мы создаем. И вот тут нас еще и подталкивает не только хорошую картину написать, не только хорошую музыку написать, но и с людьми правильно себя хорошо повести. Отдай все, что возможно в твоих силах для того, чтобы эти отношения были самыми лучшими. Очень красивое, очень хорошее. Вот одно слово – это хорошо и толкает нас на размышления и на анализ того, а что же мы можем о себе сказать. И тут начинается анализ, как в месяце Илюль. Подводим итоги, что же я сделал плохо. Но да, где я не довложил свои усилия достаточно хорошо. Окей, хорошо. И вторая тема, И это вторая мы... тема – это вот свобода выбора, так сказать, что, ну вот, я говорю, Всевышний мог бы что сделать? Он просто мог бы заблокировать, например, огнем вот это дерево, с которого нельзя брать плоды, да? Так он же этого не сделал, понимаете? И каждый человек сам решает, что сделать. Это вот Ну, все то же самое, что, с чем мы сталкиваемся все время, так сказать, на протяжении всего, так сказать, всей Торы. Да. Что человек сам выбирает свою жизнь, так сказать. Да. есть, да, в том-то и дело. Бог вполне мог сделать мир изначально совершенным. Но он дал потенциал совершенства, то есть оно возможно, оно реально, но как у нас в псалме сказано, истина произрастет из земли. То есть э, истина произрастет из земли, а праведность спустится с неба, сверху. То есть сначала мы должны что-то сделать, чтобы заслужить. Сначала мы делаем свои выборы. И в зависимости от наших выборов, если мы истину произрастаем, если мы правду говорим, если мы цдаку делаем, то есть праведные какие-то дела, то сверху собирается и на нас исходит благословение и праведность. Да, то есть она идет навстречу. И вот такое ощущение, это правда, складывается из всего еврейского опыта, что мы потенциал, который должен, не может, ну, конечно, может, вот, он должен вырасти. И тогда мы заслуживаем. И тогда мы заслуживаем эпоху Машеха. Тогда мы заслуживаем совершенный мир. Мы к нему должны, мы подготавливаем весь мир, что называется тикун олам. Мы подготавливаем себя сначала, потом наших близких, потом все остальное. Мы подготавливаем, потому что иначе мы ничего не заслужили. А когда мы будем готовы, вот тогда сверху спустится все, что мы заслужили. Пока нет и не будет никакого ответа.
Поэтому выборы, да, потому что он ждет, чтобы наградить. Он ждет, чтобы наградить, потому что в потенциале это существует, и это его задумка. Когда мы говорим о том, что жизнь имеет смысл, мы понимаем, как медленно растет человечество, очень медленно, потихонечку, и в то же время мы можем увидеть 3000 лет назад и сейчас. И сейчас воины, и сейчас воры, насильники, бандиты, все существует. Все то же самое, что было тогда, но только совсем по-другому, потому что тогда это был страх и физические взаимоотношения. Пришел вор, не пришел вор, или разбойник, насильник. Сейчас у нас есть внутреннее, душевное, моральное осуждение вора. И он себя тоже осуждает и боится попасться, потому что заранее немножечко боится. Но у нас уже вот на основе религиозных мировоззрений, вот тех, которые заложены в нашей книге, потихонечку все общество вырабатывает моральные ценности. Они изначально религиозные, потом становятся моральными, а потом перейдут в нравственность. Вот когда мы с вами в нравственность пойдем, вот тогда мы и заслужили свою награду. Сейчас пока вот идет борьба на моральном уровне, но если изучать историю, несмотря на то, что факты похожи, оценка фактов разная. Конечно. Разное. Значит, мы изменились. Значит, в нас уже что-то изменилось. Мы уже не похожи на ассирийцев. Мы уже не похожи на древних египтян там, или еще кем-то, которые уничтожали, не задумываясь о том, хорошо или это плохо. Сейчас мы даем оценки тому, другому. Ну, в общем, короче, вы понимаете, о чем я говорю, о том, что Да, человечество да. меняется. Медленно, да, но никто не говорит, что это можно взять наскоком. Как говорят англичане, there is no shortcut. Все должно созреть. И вот человечество созревает, усваивая тексты, разбирая тексты, примеряя на себя. Мы меняем этот мир. И в конечном итоге научимся выполнять то, что нам эти тексты предписывают. Заповедует. Мы учимся, но мы научимся. В Да, этом да. цель, его цель. Ну, как бы мы не можем сказать, что он хочет, но мы предполагаем, что он хочет, чтобы мы сделали максимально усилия, как вы говорили, это хорошо, чтобы мы сделали максимальные усилия для того, чтобы приблизить ту самую награду, которую он уже давно приготовил, она у него есть. Да. Ну вот, собственно, вот эти два пункта, так сказать. Хорошо, И хорошо. там большой очень, я внимательно сегодня посмотрел эти комментарии. Там, конечно, огромное количество комментариев, связанных с, как бы это сказать, ну, вот мостики такие, какие, так сказать, соображения были в той древневавилонской, так сказать, традиции и так далее, и так далее. Но это меня никогда особо, так сказать, это самое не... Для меня вот эта книга, понимаете, она всегда что-то целостное, так сказать, и вот разбирать вот в этом направлении, конечно, безусловно, это серьезная научная задача, так сказать, да, но мне это никогда не было интересно, а вот то, что вот эти фундаментальные вещи, они, конечно, очень, так сказать, Я могу добавить еще один пункт, который как-то мне в голову пришло, я над ним размышляю. Дерево познания добра и зла. И многие комментаторы, и особенно современные люди тоже, говорят, а что плохого в познании? Почему человек наказан за стремление к плоду познания? Он хочет юдея, он хочет знать.
Он должен быть любознательным, иначе не будет его же развития, ни личностного, ни социального, никакого. И я задумался над этим и подумал, что, может быть, можно объяснить, если привести в пример развитие ребенка. Мы в Ган-Эден, Адам и Ева, я имею в виду первые люди, мы попадаем как дети. Деревья нас кормят. Это на земле надо работать в поте лица, а в Ган-Эден не надо было ухаживать за этим садом. Но не написано как, не написано, что надо пахать, сеять, обрезать. Нет. И дальше объяснение. От любого дерева ешь. Ага, значит, были плоды. Мы туда попадаем как дети, мы все время рядом с папой. Он все время рядом, и он нас оберегает. И когда он говорит, не ешьте от дерева познания добра и зла, это не совсем познание. Тов вера– это не просто добро и зло, как принято переводить, а это хорошо и плохо. И когда вот ребенок подрастает и входит в подростковый возраст, прошу прощения за тавтологию, он входит в подростковый возраст, в этот момент он начинает ощущать себя как вот самоличность, и он начинает критически смотреть на своих родителей. И он начинает говорить, что ему что-то не нравится, а что-то нравится. Он начинает судить родителей. А вот этого Бог не простил. Он говорит, если ты меня судишь, ты подросток теперь, если ты мне говоришь, тебе что-то нравится в моем саду, а что-то не нравится, это ты называешь хорошо, а это ты называешь плохо, потому что ты добрался до этого понимания. Хорошо и плохо, ты вырос достаточно. Но ты ругаешь или хвалишь мое творение. Если ты критически подходишь к моему созданию, иди во взрослый мир и сам теперь живи. Я буду за тобой присматривать, как любой родитель, я буду за тобой присматривать. Но иди поработай теперь и создай сам. И я посмотрю, хорошо это или плохо. Что ты будешь говорить об этом? То вера, не знаю. Теперь это в твоих руках. Иди и взрослей. Вот тяжелое такое испытание для ребенка, бунтующего или имеющего такие уже тенденции, как осуждать или хвалить. Нельзя осуждать в этом смысле, а ведь мы до сих пор в этом болтаемся. Когда нам плохо, когда что-то там не так идет, сколько бунтов против Бога идет. С ним не Да, соглашаются, его осуждают. Он же говорит, мои мысли не твои мысли, мои дела ты не можешь понять, а ты уже ругаешься. Вот тебе подросток. Вот поэтому ты здесь на земле и барахтаешься, потому что мог бы быть, если доверял бы мне, как раньше, если бы говорил, что все, что говорит отец, все, что делает отец, хорошо, ну так и был бы в раю. А как только ты стал говорить, что-то тебе нравится, а что-то ты осуждаешь, ну, погоди, вырасти до того, чтобы понять. Пройди эту взрослую жизнь. Вот мы с вами на Земле проходим эту взрослую жизнь. да. Медленный процесс взросления после того, как мы вдруг начали немножечко бунтовать против Создателя. Вот такая мысль была, что это не познание вообще, это не любознательность, это давание оценок. Вот, возможно, этот плод как раз и включил этот механизм, так сказать, давания оценок, так сказать. Вот, Да, а Всевышний как раз был против этого, так сказать. Живи, наслаждайся да, жизнью, так сказать, да, да. да, Вот создано, так сказать,
мир создан, да, и не надо ничего делать, живи и наслаждайся, так сказать. А вот змей, значит, включил этот механизм, так сказать, Да, да. но и люди тоже, и Всевышний тоже, все-таки, вот я еще раз говорю, это важный момент, что здесь вот свобода выбора, она ни разу не блокировалась, так сказать. Вот я говорю, ведь там же есть эти слова, что там было окружено огнем, там вот, помните, да? Он мог бы это дерево окружить там чем-нибудь, чтобы туда не подходили просто. Нет, вот, значит, если ты хочешь, там, ты можешь это получить. Ну, и соответствующее наказание, соответствующее, так сказать. И теперь Да. иди, пройди этот путь до понимания, так сказать, уже теперь в других условиях, так сказать. Ну, Да, это выбор, это выбор. это И выбор. и тот выбор, который сделал человек, мы изначально знаем, ну, знаем, что изначально Всевышний знает все результаты всех выборов. Он не дает это, в смысле, он дает выбор, он не решает за тебя. Он дает, он знает результаты всех выборов. И вот то, что мы оказались на земле, и то, что нам с трудом дается, все, что мы имеем, и в поте лица работаем, и все как прописано. Это один из результатов. Мог быть другой. Мог быть Правда, другой. мог быть другой. Ну, Если нет. бы человек выбрал другую позицию по отношению к творению. А может быть, это тоже, так сказать, вот свойство человека, так сказать, вот он так был создан, вот это все время, так сказать, как бы сказать, интересоваться тем, что может быть, так сказать, как бы сказать, за забором, понимаете? Ну вот там, где, куда, может быть, и не надо было бы идти, понимаете? Я думаю, что интересоваться можно, а вот давать оценочные характеристики, я просто возвращаюсь к этой мысли, я понимаю, что она может быть и не додумана еще, но я сам как-то в свое время немножечко испугался, как часто я не соглашаюсь с тем, что происходит, вместо того, чтобы действовать по ходу предложенной ситуации в правильном направлении. А не соглашаюсь, это когда я говорю, что вот это плохо, и я очень хочу, чтобы этого не было. Эй, если это есть, то значит оно для чего-то предназначено. Ты можешь обезопасить себя, близких или там свой народ, ты можешь стараться обезопасить от каких-то трудностей, неприятностей, но ты не можешь, это то, что говорят комментаторы, ты не должен брать на себя роль Бога и убирать то, что существует. То существует, предложим, как мы уже сегодня говорили, воры-разбойники, нужно придумать, как с ними обходиться, потому что это часть творения. Хотим мы этого или не хотим. А мы говорим, это плохо. И вот в этот момент это неплохо, это задача для тебя. Что нужно сделать, чтобы этот человек исправился, как ему помочь и так далее. Я не говорю сейчас о всепрощении. Нет, отнюдь, отнюдь. Нет, нет, А, конечно, да. я, но благодаря вот такому симбиозу хороших, плохих, хитрых, добрых и так далее, это симбиоз, это человечество, это толкает человечество к развитию, и оно развивается благодаря сопротивлению. То есть мы видим зло в людях, не сам человек, как наши говорят, не ненавидеть человека, ненавидеть зло в нем, вот, а сам там, может быть, бывает Раша, знаем, что есть Раша, но придумай общество, придумай мир, в котором Раша принесет как можно, я имею в виду злодей, принесет как можно меньше ущерба. И чем лучше ты будешь придумывать, тем меньше ущерба. То есть ты не убираешь, ты приспосабливаешь, не давая характеристику, то есть не желая, так сказать, уничтожить. Я много раз слышу просто,
Ну, в общем, разные бывают слова, разные бывают, но, как правило, очень категоричные. Такая категоричность, как лучше убрать, лучше уничтожить, такая категоричность, она для меня вот возвращает меня к дереву познания добра и зла. То Да, есть люди дают характеристику плохо и хотят. Они не могут уничтожить. Господи, мы маленькие люди, но хотят. И вот когда начинают хотеть, это, это то, что Бог не простил. И сказал нам, идите и взрослейте там, на земле, в трудах. Ладно, прошу прощения за повторы. Ну, хорошо, если пока других тем нет, в следующем году будет следующие какие-нибудь темы выберем, тогда мы на сегодня с вами заканчиваем. Огромное спасибо за спасибо. возможность побеседовать, Спасибо вам большое. поразмышлять. Да, спасибо.